Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардию, а это вырезка со стрима. Так, каточка Шеймана, погнали. Ранг Ферзь. Будем обозревать. Если меня будет где-то, ну, тихо слышно и тому подобное, то напишите. Но это скилл. Вот, это скилл. Это явный приоритетный скилл. Просто must-have скилл. Понимаю. Да, это жестко. Как вам? Гоблин-убийца в двоечку. Тут есть темпларка, кстати, я так понимаю, он будет играть через убийц, потому что он там на темпларочку, так, знаете, глаз свой положил. Надеюсь, только глаз. Правильно обузить сейчас гоблинов. Ясно, понятно. Подкрутили. Нет! Не... Зачем? Боже, несите святой воды, несите святой воды. Что я только что увидел, боже? Что? Вы это видели? Что это за мув был? Это... Что это? Боже, он мог Марси купить сейчас. Но он ее и купит потом, ну, по итогу все равно. Ну что это было? Боже. Тупо минус 2 монетки. Обалдеть. Ладно, окей. Но это фейл. Это лютый фейл. Вот такую... Ща, подождите. На языке сформулирую грамотную речь цензурную. Вот такое никогда не делайте, ребят. Вы просто потеряете 2 монетки. Можно было спокойно поставить гоблина-убийцу 2 штуки по одному, получить плюс 2 монетки, потом... Короче, я думаю, вы все поняли. Просто провтыкал кучу бабла со старта. А это, извините, это очень много. Очень много. Молния берет, это красава. Кстати, Сергей, привет-привет. Мажоры в чате, ребят. Мажорики в чате. Мажорики в чате. Я, кстати, особо качество не смог улучшить этого эмодзи. Но у меня есть идея, короче, я хочу попробовать через чат GPT бахнуть этот эмодзи. Может, он что-то как-то его, знаете, подпилит и будет прикольно. Хочу, чтобы он его сделал, там, знаете, высококачественное это эмодзи. Молнии со старта взял, это круто. На самом деле, вот когда молнии падают со старта, это очень классный предмет. Очень классный предмет. Его нужно постоянно брать, потому что это плюс 100 урона магического. Сработала тычка, плюс 100 урона. Если ты играешь через охотников, то это вообще, это имба. Но вот так вот, как он гоблина-убийцу апнул, ни в коем случае никогда в жизни мы не апаем. Кстати, ребят, а скажите, насколько жесткая у меня сейчас задержка на стриме? Я так просто поставил малую задержку. Давайте я скажу, сейчас у меня 30 секунд, 28, 27, 26. И примерно сколько у вас секунд прошло. Хотя, как вы проверите? А никак вы не проверите. Ладно, короче, я думаю, ну секунда 2 где-то. А ну вот я сейчас, давайте так, я в чат напишу единичку, а вы по отчету посмотрите, насколько жесткая задержка. Ау май, где я оказался? Да-да, ты в телеке, ты в телевизоре. Привет, привет. Спасибо за поддержку. 0 секунд. 0 секунд? Отлично. 10 секунд? А ну-ка еще раз так. 1 секунда. Вот я сейчас пишу цифру единицу. Прямо сейчас. Нажал Enter. Давайте двоечку, потому что двоечка... Единичка не будет спамиться, типа. Это тогда не очень удобно просто. Берет со старта себе волшебник. Мне очень интересно, что он будет делать с этими волшебниками. Плюс-минус 2 из-за моего кривого счета. А, понял. 0 секунд. 0 секунд. Ну ладно. Но то, что 10 секунд, это, конечно, жестко. Я в следующий раз уберу эту задержку. Ты что, 10 секунд на ютубе это много. Просто если я поставлю минимальную задержку, то не будет максимальное качество картинки. Поэтому я сделаю именно так. Ку-ку, ёпт. Мажоры в чате, ребят. У нас сегодня 2 мажорика в чате. Привет, привет, XRF, привет. Как у тебя дела? У тебя пока свободная минутка выдалась, и ты решил зайти? Честно? Ты нажимаешь, и сразу в чат пишется твое сообщение. Ну вот да, а когда есть разница с голосом, то есть когда я говорю,
И я вот говорю, типа, нажал Enter, двоечка полетела в чат, она у вас сразу высветилась, но сколько времени прошло от того момента? У нас 20:20 сейчас, у кого как. Понял. Но пока у него старт хороший. Единственное, что у него много лишних фигур, которые портят ему экономику. Вот честно. Я пока просто не шарю, что он хочет конкретно сделать, но у него много фигур, которые тупо ему портят сейчас экономику. Он мог уже выйти в 10 монет плюс и уже быть на 30, на 10 раунде где-то 30 монет иметь. Да, после спортзала кушаю, а потом в ночную. Понял, понял. Приятного тебе аппетита и хорошего у тебя, соответственно, стрима и хорошей ночи. Можно сравнивать с чатом на экране. Ну, кстати, да, как вариант. Точно, как вариант. Он фулл эльфов хочет, видимо. Но я думаю, да, хочет... Кстати, как звук игры, вот именно звук записи, грубо говоря, и мой, насколько оно сильно отличается? Не знаю, трансляция без задержки при условии того, что я живу в Волгограде, а у нас сейчас весь день глушат из-за переезда. А, понял. Понял, принял. Не, ну, не знаю. Короче, неважно уже, все нормально. Разорчик, конечно, классная тема со стартом. Там чел драконом 3 штуки поставил, нормас. Спасибо за инфу. Ну, пока что у него неплохой стол, но тут есть человек, у которого помощнее стол с Линой в 2 звезды. Во-первых, он по уровню сейчас будет всех опережать. Да. Я бы уже взял 5-й и поставил 9 эльфов. Да, как вариант, можно было поставить так. Но я так понимаю, он хочет сделать себе халявные роллы со старта. Ну, по крайней мере, это то, что я вижу. Ну, а так, да, он мог бы поставить уже 5-й, поставить себе фулл эльфов, но у него, единственное, что у него есть керри только Марси. Вот. И на самом деле, если бы у него был тренд в 2 звезды, или, допустим, просто тренд даже в 1 звезду, он намного был бы эффективнее, нежели вот Марси, потому что Марси не регенится. И это было бы печально. Чел ДК, кстати, нашел на 5-м раунде, на 5-м уровне. Хорошо, что хоть не антимага. Так, надо, чтобы 3-й мажорик сейчас появился, чтобы у меня фулл спонсоры были на сегодня на стриме. Эх, я бы тоже покатал, но жена имеет другие планы. Хорошо, что хоть не тебя. Простите. Без обид. Ну, у меня сейчас, знаешь, у меня тоже стрим будет до 8, потом меня, скажем так, заберут комп, все дела. Оу май. Не, ну теперь-то можно и эльфов поставить на самом-то деле. Без обид, шутку оценил. Он сейчас будет, наверное, этот раунд еще с халявными роллами, посмотришь, что у него будет по реликвии, и после этого уже будет решать, что к чему. Но я бы на его месте гоблина бы убийцу уже продал бы, вышел в 20 монет, поставил бы вейроку. Раз он хочет через эльфов играть, то я бы именно сделал так. Потому что, ну, гоблин-убийца это, конечно, круто, но, как по мне, ВРК будет намного лучше, потому что, во-первых, это станчик, это минус броня, и это плюс массовый урон. Да, там такой, ну, не особо шибко огромный урон, но он довольно-таки приятный. Плюс контроль. Ну, на 2 секунды вырубить 2 персонажей на старте раунда, это то же самое, что, не знаю, пудж хукнет твоего мейн-керри со всеми предметами. Просто гоблин-убийца, он не такой приоритетный, чтобы его прям оставлять и хотеть иметь на таком вот раунде. Ну, как по мне. Ну, вот, смотрим. Сердца копит, не хочет покоролить. Так, что по реликвиям? Кстати, резачок пришел. Будет ролить, интересно? Будет. Я думаю, будет. Давай, гоблина-убийцу продавай. Не хочет продавать, окей. Мамора и награда за гоблинов. Но на самом деле тут 50 на 50. Я бы и награду за гоблина хотя бы взять, и вот гнездо Маморы. Но он немножко тайминги уже провтыкал. Вот такой момент, когда у тебя в катке есть реликвия Маморы, тебе необходимо сразу чекать твою реликвию, чтобы ты мог понять, тебе... Вот у тебя есть Марси, допустим, мейн керри, да, и если ты будешь играть через эльфов, то тебе надо в первую очередь чекнуть реликвию, и сразу же, если у тебя есть Мамора, сразу ее выставить, чтобы получить, ну, хотя бы, ну, вот этот буст плюс 2 очка со старта. Ну, не факт, конечно, что получится так сделать, но иногда это прокает, это вкусно. Ну, типа, обузить по максимуму все, чтобы максимальный импакт иметь от этой игры. Хочу спросить, искал инфу, как писать свою игру, но потерялся в телеге, это еще актуально или рубрика не особо заходит? Не, рубрика хорошо заходит, под каждым моим роликом в рубрике комментирую подписчика,
то там есть ссылочка на конкретную запись в моем телеграме. Поэтому открывай любой ролик, где я комментирую игру подписчика, это любой ролик, который в 6 часов выходит, и там вся информация есть. Да продай ты уже гоблина-убийцу. О, ролит. Блин, Марси ему идет нереально, если честно. Ох ты, бог ты мой. Мне показалось, что он Марси продал. Я бы на его месте немножечко даже паролил. У него сильный сейчас стол. Блин. А, блин, так с чата ссылки не кликабельные. Сейчас попробую. Ну, по-моему, кликает сейчас. Секундочку. Вот свеженькая ссылочка. А ну-ка попробую. Во. Ну, кстати, у меня почему-то ссылка твоя, которую ты скинул, она не нашла. Ну, не отобразилась. Но я, если что, скинул ее еще раз повторно. Как обычно, друидов нету. Дефолтная ситуация. У меня, если честно, она вообще не показалась, эта ссылка. То, что ты скинул, ее нет тупо. Даже мне не высветилось, что она заблокировала. Monkey King, Detected Skill. Skill Detected. Так, еще раз. Как звук игры, вот звук записи и, соответственно, мое комментирование сверху. Нормально? А ну-ка, я сейчас по БС. Ну, в принципе, нормально. Вы должны слышать и игру, и меня. Нормально. Интересно, он будет здесь кунг-фу делать или нет? Потому что если у него такая Марси будет огромная, то, соответственно, кунг-фу здесь как бы хорошо смотрится. Сердечки копят, окей. Тут и фулл мехи, кстати, есть. Может, тут фулл мехи будут, а? Нормально. Громче игру не надо. Хорошо, хорошо. Привет, привет. Спасибо, спасибо, ребят, за фидбэк. Друиды ему вообще не идут, я смотрю. У него тупо инча стоит, он такой думает, где же мои друиды? Ну, это дефолтная ситуация. Ты покупаешь, короче, 2 инчи, и тебе в жизни не придет один друид. Ни один друид. Вообще. О, убийцы. Пока что хочет играть через халявные роллы. Ну, в принципе, окей, нормально. Но, не, нормально, нормально, у него все хорошо. 40 монет вышел, отлично. Оу май. Аксрэп, большое тебе спасибо. Спасибо за подарки. Спасибо. О, ТВ получил 2 раза уже этот подарок. Спонсорку. Мажоры в чате. Эх, вот бы эти все ребята сейчас были на стриме. Почти уклонился, спасибо. Жалко, тут не можно поставить, ну, нельзя поставить какую-то озвучку, когда даришь какой-то подарок и тому подобное, допустим, как в Твиче. Когда тебе кто-то там дарит подписку, либо что-то еще, и в целом таргетную подписку. Почти. Топ не один второй раз получает тоже спонсорку. Так, ну неплохой у него стол, если честно. Ему бы Тинкера еще в 2 звезды. И было бы вообще идеально. Маска 2 тира. Но маска 2 тира ему не нужна. Но у него, в принципе, все хорошо. Реально у него все хорошо. Типа тут добавить даже нечего пока что. У него все в двойку, все хорошо. Пока что лицо не в болтах. Скилл у чела 108, вертик нашел. А ну-ка, ну-ка, ща. Я пока на чат обращал внимание, не увидел то, что там вертолет у чувака. Хорош. Если он сможет этого вертолета реализовать, это будет жестко. Если он сейчас золотые роллы сделает себе ранее, оу май. 5 из 9. Но у него тоже, видите, он скиллует. Я так понимаю, он будет играть через 6 эльфов плюс 4 кунг-фу. И это на самом деле будет прикольно. В каком-то моменте ему нужно будет, если что, поставить клевер, чтобы у него просто чаще срабатывала его синергия. Ай, обида, ему сейчас винстрик собьют. Обида, жиза, боль.
Плюс 62, это, короче, у него плюс 62 сантиметра. О, Марси. Естественно, закон подлости во всей красе. Ему пришла Марси в 2 звезды, и именно пришло усиление тогда, когда ему что? Ну-ка, ребят, давайте вы в чатике допишите, когда что? У него хорошие предметы под Марси. Его Марси сейчас будет и в хвост, и в гриву всех. Плюс 9 эльфов. Вот теперь у него сейчас и винстрик обратно пойдет, и все такое. Верни статистику по урону, ну. Она же сейчас, если я не ошибаюсь, то она сейчас вообще не появится после. Да что ж такое, глаз чухается. Кстати, блин. Аксареп, это сейчас с ноута или с телефона? Я сам могу проверить, точно. Че я туплю? Не понял. Ладно, пока что не буду ничего трогать, и потом посмотрю. Вроде бы как можно... Я где-то читал инфу, что можно именно таргетно подарить. Не подсматривай. Я думаю, через кунг-фу будет. Что вы думаете? Ему не хватает трента сейчас. Ему тренд нужен, чтобы подхил был. И Рубика поставить нужно вперед, потому что скилл Разора стырил. В уровень идет хорошо. О, ставит, окей. Люблю, когда каточка такая хорошая и мало тупняков. Вот это вот прям шикарная каточка. 2 маморы. 3 маморы, кстати. Кстати, у него мамора, у того чувака, который вертолет нашел. Интересно, он в мамора закинул вертолета уже? Не закинул, у него там на столе он стоит. Манки Кинг. Я так понимаю, здесь каточка сейчас на таком будет огромнейшем скилле, кто кого перескиллует. У чела есть мамора, но он... Но он не активировал ее или активировал какую-то фигуру в 2 звезды взял? Я честно не понял сейчас. Блин, какая же Марси классная. Один из лучших керри персонажей со старта, как по мне. В 2 звезды ее собрал и кайфуешь от жизни. Особенно, когда она ранее появляется, и у тебя хорошие предметы под нее. Просто финита ля комедия. Интересно, а в кого вот этот вот молодой на последнем месте Мамору запихнул? Что-то не понял. Реально, в кого он Мамору запихнул? Ему трента не хватает. Ему нужен отхил. Тренд будет как и танчи, так и хили будет шикарно. Не знаю, где ты это увидел, я не нашел. Но я это читал в этих Fuck You у Ютуба, которые. Там я читал. Вроде как, типа, как-то можно. Ну, плевать, короче. В РКМБ. Прикиньте, он реально реликвию засунул в РК. Это ж гений. Это непризнанный будет гений. О, награда за гоблинов. Поспешило немножко с уровнем. Надо было ему награду за гоблинов пикать. Вот то, о чем я говорю. Когда 10-20 раунд заканчивается, нужно в первую очередь чекнуть реликвию. Особенно, когда есть мамора. Чекаешь реликвию, и потом уже делаешь какие-то либо действия. Я сам иногда, знаете, совершаю такую ошибку на 20-м раунде. Типа, когда есть награда за гоблинов, у меня там 50 монет, плюс на 21-м раунде у меня 60 монет, плюс, соответственно, когда новый раунд начался. Я тоже частенько беру и скипаю уровень. Точнее, беру уровень, а потом уже чекаю реликвию. Я видел одного, который эльфийскую волшебницу засунул. Ты просто не понимаешь. Это next level play. Это next level play. У него стоит мартретка, он туда засовывает убийца Горна. А ну-ка, давайте так, ребят. На каком ранге данная каточка сейчас? Я вначале хоть и сказал, какой у него ранг, но у меня катки, которые висят по 2 недели где-то. Именно в папочках. Поэтому давайте так, напишите сейчас ранг данной игры. Вот как вы думаете, какой примерно средний рейтинг?
Капец, топ-1, откуда у тебя столько свободного времени есть играть? Знаете, я когда обычно играю на эльфов, меня просто и в хвост, и в гриву, потому что сразу с первой тычки находят МКБ и все такое. Да, особо нету. Кстати, награда за гоблина-то не юзнул. Забыл за нее. 2-3 катки 5 раз в неделю. Две-три катки 5 раз в неделю. Это типа каждый день по 2-3 катки примерно, да? Чё-то его как-то нежить вообще располовинило. Вообще без шансов как-то. Интересно. В этот раз не забыл за награду за гоблинов. Там такие интересные билды сейчас. Я все-таки думаю, здесь будет не фуловые эльфы, а все-таки будет кунг-фу. Что-то я прям уверен, что здесь будет кунг-фу. 6 эльфов плюс кунг-фу. Вот что-то я прям думаю об этом. Думаю, и 100% это будет. Вот, не знаю, прям чуйка такая. Хотя я могу ошибаться. Темпларочку сейчас найдет 2 звезды на изичах, и все. Что-то его как-то слишком быстро половинят. Ему надо найти шар бездны будет. Без шара бездны будет очень тяжело. Антимаг. Вот, нормально так эльфов насыпало. Знаете, он может уже все предметы закинуть в антимага, и она будет намного импактнее, нежели в Марсе. Если бы у него была маска 2-го тира, он бы 100% закирил бы сейчас антимага. А не хочешь купить Луну? Или у тебя план другой на эльфах? 9 убийц. Бог-маг. Там, короче, куча магов. Тут надо что-то против магов делать. Сколько стрим планируется по времени? Ну, еще час 40 где-то. Примерно вот так. Ну, короче, 2 часа стрим. Плюс-минус. 3 дня и 3 ночи. Если бы была бы такая возможность, то окей. Можно было бы и 3 дня и 3 ночи. Буду стримить, как я сплю. Как вам? О, там Зема стырил 11 винстрик. Ну, пока что такая неоднозначная игра. Его могут в моменте сейчас очень жестко опрокинуть. Все зависит от того, насколько ему быстро придет Марси. А что у него интересно по реликвию Мамори сейчас? Сколько там уже? Она давно у него стоит. Да, тут магов пачка. Тут надо против магии 100% находить шар бездны. Без шара бездны будет очень тяжело играть. Как же Марси отказываться апаться? 4 раунда уже 89. Это дефолт. Это дефолт. Это, знаете, дают сначала такую вот бедную надежду о том, что ты сейчас получишь раннюю Марси. 3 звезды. А потом такие, ну подожди еще. Ну подожди еще. Ну еще чуть-чуть. Ну сейчас. Ну не спеши. Ну чё ты? О, Фуриончик. Мартредочка. Но если он планирует играть через фулл эльфов, ему необходимо как бы брать 89. Надо смотреть предмет. Шар бездны нужен. Очень много магов. Очень. Ай-яй-яй. Ну, хрустальный топор, кстати, классная тема под Марси. Но не фартанула по предметам. Чуть-чуть. О. Итак, я уверен, что в скором времени там будет антимаг керри. Проверяйте. Я думаю, Марси керрить он не будет по итогу. Антимага 2 звезды соберет и будет, соответственно, антимага керрить. Надо дальше в уровень идти. 9 минимум нужен для его полной синергии. Там нежить топ-1 занимает пока что. О, пандочка. Пандочка. С драконьим рогом, но без посоха 3-го тира. Итак, пошел 6-й раунд, когда Мамора в 8 из 9. 6 эльфов, 4 кунг-фу и М под мантией. Ну, это ты какую-то запрещенную тему говоришь. Это запрещено такое говорить здесь.
Я когда-то такое реализовал. У меня была точно такая же, то, что ты написал. 6 эльфов плюс 4 кунг-фу и мантия в антимаге. Вот это была имба. Просто один взрыв и минус весь стол. Но у меня там прям имбовый антимаг был. Я, кстати, эту каточку еще не выложил, она у меня лежит. Зря. О-о-о. Всего лишь понадобилось 7 раундов для того, чтобы апнуть Марси. 7 раундов, ребят. Не, подожди, сколько? С какого раунда он запихнул Марси в Мамору? Сколько раундов прошло? 17, получается? Ну, где-то 15 плюс раундов, короче, плюс-минус прошло. Все, давай кунг-фу ставь. Ну, на самом... 6. Но ему бы морских поставить. Если с нуля посчитать, то 16. Вкусно. Не, без какого-то дефа от магии ему тут ГГ будет. Но ему пака бы продать. Теряет, очень много теряет. Потерял кучу бабла только что. Надо ставить здесь морских. Без морских ему тут торба будет. Ему оторвут так башню, что ну в баню. Там срыв башки будет. Зачем из инкама выходишь-то? Ай-яй-яй, антимага. Хочет Вот прям хочет антимага найти. Десятый нужен. Или убрать панду. Маги. Ему очень сильно снимают маги хп сейчас. Очень сильно. Из-за этого все проблемы. А в чем прикол з 80 золота, знав, що 50 збирається, але 80. У него реликвия, награда за гоблинов. Там за каждые 20 монет излишка, то есть 60 и 80, плюс дополнительно монетки капают. Ну вот сколько, я не помню, если честно. По 6 монет, по-моему, если... Да, правильно, по 6. Кто, ребят, помнит, сколько награда за гоблинов дает? За каждый излишек 20 монет. О, морскую ставят, окей. Теперь надо волшебника поменять. Да, 20... О, вот теперь это хороший мув. Плюс 4 монеты за каждые 20 монет сверху 40. То есть плюс 8 монет он получает еще. За 80 плюс. А лешего бы купил. О! Все, теперь можно всех эльфов просто подчистую. Точнее, всех друидов. Антимаг. Все. Перекидывай все шмотки в антимага сейчас и развали всем кабину. О, отлично. Все. Все. 4 морских его сейчас будут спасать. Ему теперь нужно взять 10-й и поставить фуловое кунг-фу. И все будет замечательно. И жизнь его удалась. Огромная Марси. Только вот дезолятор, то, что он не взял, это, конечно, такое, плюс-минус неприятно. На самом деле, он много хп потерял чисто из-за того, что ему немного раньше надо было об этом подумать и поставить все-таки лучше морских по чуть-чуть. Докидывать уже. Я уверен, что в моменте он такой думает: ай, да в баню эту Марси, возьму-ка поставлю антимага Керри. Сейчас на 35-м раунде ему упадет мантия, и там 100% будет антимаг плюс кунг-фу. На самом деле это сильная сборка. 6 эльфов, 4 морских, плюс кунг-фу. Это очень сильная сборка. Ему только сейчас нужно уровень идти. Уровень, уровень, еще раз в уровень. И минус броню сейчас ему скипать не надо. Ну, по крайней мере, я бы на его месте не скипал бы минус броню. Минус 6 брони под кунг-фу — это прям то, что доктор прописал. Наваливать будешь... О-хо-хо-хо. А чё темпларку скипнул? Рейд ночных зверей! Имба! Рейд ночных... А почему не рейд ночных зверей? Убери палку, поставь себе минус броню. Ну или найти, да, шар бездны.
Вот для гарантии шар бездны. А, о, цепочка, цепочка, цепочка на отхил, цепочка на отхил, цепочка на отхил. Отхил! Я доволен. Я понял, дякую за інфу. Будь ласка. Темпларку скипнул. Да, то, что он темпларку скипнул, я тоже этого не понял. Но даже хороший танк. Просто даже если он керить ее не будет, это хороший танк, который, ну извините, может натворить движа. Ему сейчас тупо надо идти в 10-й спокойно и выставлять фуловое кунг-фу. Под фуловым кунг-фу у него будет тонна урона и все такое. Духовный талисман, кстати, отличная тема. Сейчас поставит духовный талисман в Марсе и, соответственно, получит плюс уклонения. Но то, что он, конечно, не взял на 4 ночных зверей, это, конечно, ну, не понял немножко этого. Места не хватает под эльфов. Там всего 5 слотов, 3 из которых заняты перманентно волшебницей, Марси и Эмом. Плюс у него уже есть стрем в тройку, и он собирает мартретку. Но... Десятый надо. 10 возьмет, поставит фуловое кунг-фу, и все будет отлично. Ну, как по мне, он сейчас просто тратит бабки. Типа, фул кунг-фу ему бы сейчас очень много дало. Да, но даже как танк хорошая там темпларка. Она накинет свой щит и будет очень долго чилить. Плюс, если он соберет ее в 2 звезды, так это вообще будет максимальная поплава для всех. Ну, он сейчас и так спокойно их типа выносит, но можно было прям еще сильнее. Надо только 10-й взять. Ну, кстати, катка, ну, скажем так, скорее всего, даже может не дожить до 35-го. Если все так и дальше пойдет. О, спасибо за Эмбера. Очень-очень тайминговый Эмбер. Абузим Энчу, получаем монетку. Как я уже говорил 1000 раз, то Энча — это инвестиция в лучшее будущее. Но вот даже сейчас, ну возьми ты уровень. Или я просто не понимаю, зачем яйца он сейчас берет. Типа, зачем ролится? Хочет мартретку в 3 звезды, типа, собрать? Ну, судя по всему, да. Да, я так понял, он будет мартретку собирать. О, ну и мартретка в 3 звезды легчайшая. Пойдет. Но я бы кунг-фу поставил. О, 10-й надо. Надо теперь 10-й. Продай 2 бесполезные фигуры, которые у тебя сейчас стоит, и просто возьми 10-й. Там остались маги. Ой, хекс перелетел. 2 хекса. Ай-яй-яй. Не, ну выносит. Отлично. Фу. А с фуловым кунг-фу это было бы еще быстрее. Не, какие морские... Не. Там убирай уже эльфов. Там... Ну, нет, это грубо убирать. Морских оставь. Без морских тебе порвут 5-ю точку. Или найди... Попробуй найти шар бездны. Не, низкий. Да шар бездны, ты порвал ему 5-ю точку. У Мьёльнира, кстати, классная тема. Ну и Радик тоже отличная тема. Я бы даже Радик, наверное, больше хотел, чем Мьёльнир. Хотя, если его будет бить, то, соответственно, Мьёльнир будет чаще срабатывать. Но надо морских поставить обратно. Очень больно сейчас будет. Очень больно сейчас будет. У него остались только маги. Тебе надо защититься от магии. Ой. Ой-ой-ой. Как сейчас грубо потерял ХП. И мифриловый доспех была ошибкой тоже скипать, потому что хекс там. Но сейчас 35 раунд, найдет БКБ, будет шикарно. Сейчас после этого раунда надо ему апаться в тупую, на уровень брать. И ставить 4 морских. Без 4 морских ему, ну, ему будет тут торба. Эльфы сейчас ему вообще не нужны. У него тренд стоит чисто как просто подхил. Он даже элементарно может закирить этого же антимага, у него будет стоковое сопротивление и просто порвет с ним 5-ю точку. Даже без Марси. Если находит мантию, в тупую ставит все предметы в антимага и рвет ему этого мага вдоль и поперек. Просто надо найти мантию. Мантия, либо БКБ. БКБ в Марсе и все, Марсе всех порешает. Но только морских надо поставить. Мартретка, ну она много дает урона, но не так много, как у тебя есть шанс срабатывания ваншотов. Взлята Зесса. Жалко, что не шарбезно. Давай, мантия. Уровень берет с помощью хоткея, окей. Все, отлично.
Но он потерял очень много хп таким мувом, когда он в предыдущем раунде сделал себе, так скажи, кунг-фу, но не поставил морских. Очень много хп потерял. И 2 бесполезных персонажа до сих пор стоят, их надо продать уже. Венчу забузил, плюс бабки. Хорош. Хорошие все предметы, но я бы скипал их всех. А кольцо зачем? Оно ж дефает урон стычки. Зачем кольцо? Зачем кольцо было? Для чего кольцо? Оно урон стычки... Ну, кстати, реально может предметы в тупую сейчас закинуть в антимага и порвать 7-5 точку. Беспощадно унизить их. Он их так сейчас должен унижать, потому что у него очень сильный стол. Просто я не понял, зачем кольцо. Я очень хочу посмотреть предметы этого мага. Как-то он мало урона наносит ему. Должно быть намного больше урона. А, не, посох 3-го тира есть, окей. Я что-то подумал в моменте, что у него нету посоха 3-го тира. Если честно, он может сейчас все предметы тупо перекинуть в антимага, антимаг даже быстрее заберет всех. Но зачем кольцо было? Кто-то может мне объяснить, зачем кольцо было брать? Не-не-не-не-не, никакой цепочки ты не берешь. Фу, не скипай цепочку, не надо, нельзя. Брось каку. Хочешь скипнуть, скипни взгляд Азеса. Но ни в коем случае не цепочку. Цепочка — это твой отхил. О. Пришло время распродавать бесполезные фигуры. Посмотрите на антимага, просто плевать чуваку. Вот это там next level play у мага. Чел взял Аганим и до сих пор держит его в разоре плюс 40 урона. Потому что кольцо красивое. Ну, я просто не понимаю, Аганим зачем? Зачем в разоре держать Аганим? Отдай Аганим котлу хотя бы, но хоть урон повысится намного больше, чем вот эти вот 40%, которые даете этот посох. Там у котла сколько будет задувки? 750 или 800? Всех кучно ставят. Лайк. Ставлю лайк. Молодец. Молодец. Молодец, маг. Ребят, вот такие вот действия делайте 2 раза в день, и спина никогда в жизни болеть не будет, и голова тоже. Молодец. 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 Гениальный мув. Отличный. Пешка. Ладно, у него там слон. Но вот этот мув, который он тупо всех вместе поставил, это гениус мув. Кстати, ладья 9, если что. 800, да, примерно 800 там с каста котла идет. На Ганим оставил в разоре. Гениален. И всех кучно поставил. Это гений 2х. Просто гений 2х. Что я хочу подвести итог. Мог не потерять много хп. Вот в моменте он там потерял 30 плюс хп. Он мог это не потерять, просто оставив морских. В целом катка интересная, добротная получилась. Типа, она прикольная. Я что-то таки думал, что она будет, потому что Марси закинулся такое. Я думал, что, скорее всего, будут эльфы плюс морские, либо просто эльфы плюс кунг-фу. Прикольная каточка. Битва 2 гениев. Один кольцо взял, второй Аганим держит. Ну, без обид. Без обид, если что, Шеймону, но... Зачем кольцо взять? Зачем? А в начале мув какой? 2 гоблинов-убийц взял. И совместил... Точнее, 3 гоблинов-убийц взял и просто совместил в одну. Получил бы плюс 2 монетки. Зачем? Что хочу сказать по катке. Мне понравилась катка, интересная, прикольная. Есть ошибки, конечно, над которыми поработать в дальнейшем. И вообще, это была бы катка, ну, 50 хп плюс. Фродо нашел кольцо. Фродо нашел кольцо. Хорош. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Ссылка на мой телеграм-канал закреплена в комментариях. Там я пишу по поводу обновления игры, когда будут стримы, и в целом веду небольшой свой личный блог. Так что всем спасибо и всем удачи.